Всем привет, друзья мои! Сегодня будем вязать сумку из остатков пряжи. У меня были вот такие моточки, остатки шнура. Шнур карамель бэйби, 2 миллиметра. Это полиэфирный шнур без сердечника. Такой шнур, кто хочет, можно приобрести со скидкой 10% по моему промокоду. Ссылочку я оставлю в описании под роликом. Я вязала крючком 3 миллиметра, обыкновенными столбиками без накида. Я сейчас покажу, кто не умеет, как вязать их и как сделать переход к другому цвету. Но для начала мы посмотрим, сколько в сантиметрах получилось мое полотно. Ширина 34 сантиметра и длина 71. На этот размер я набирала 135 петель. Ряды я не считала. Вы можете вязать любой ширины. Сумочка будет вот так выглядеть. Вот, и останется связать боковушки. Сейчас я покажу, как вязать столбики без накида, и чтобы они были вот такие плотные, без отверстий. Набираем воздушные петли, вяжем косичку. Начиная со второй петельки, начинаем вязать столбики без накида. Старайтесь всегда, чтобы вот эта петля плотно прилегала к крючку, а которую вытягиваете, была свободная. Плотно, свободная. Плотно прилегает, свободная. Провязываем последнюю петлю, петля подъема, разворачиваем и начинаем сразу вязать. Не забываем, вот эта петля плотно, это свободно. Так вяжем следующий ряд. Провязываем вот эту последнюю петлю, она с самого боку, петля подъема, переходим на следующий ряд. Сейчас я провяжу еще один ряд и покажу, как менять цвет. Последняя петля, вытягиваем, но полностью ее не провязываем, столбик, вводим новую нить, петля подъема, начиная с первой. Я уже нить не обрезала. Там будет у вас 2 хвостика, когда вот вы этот зеленый отрежете. И прячете их, когда ввязываете. Вот и все.
Вот таким способом у вас столбики без накида ровные, и между ними нет никаких дырочек, отверстий, и ровные получаются края. Вот как на моем полотне. И сейчас приступим к вязанию боковинок. Я уже связала одну боковую часть. Вот так она выглядит. И сейчас с этой стороны я вам покажу, как я ее вязала. Вот эта сторона лицевая. Мы сейчас будем вязать с изнаночной стороны. Провяжем один ряд темным цветом. Вытягиваю шнур. И сейчас я буду вязать не как обычным способом, а цеплять за перемычку с изнаночной стороны. И провязываю столбиками без накида. Получается вот такой ровный край. Вот как уголочек. И так вяжу дальше. Сейчас я поменяю шнур на светлый. Распускаю последний столбик. Меняю цвет. И дальше я провяжу 3 ряда бежевым цветом. Хвостики прячу. Я провязала 3 ряда. Сейчас сумочку выворачиваем наизнанку.
И соединим две детали. Сейчас буду вязать столбики без накида, цепляя сразу за 2 косички. Ну вот, наши бока готовы. И сейчас я обвяжу верх. Я взяла крючок потоньше, 2 миллиметра. И первый ряд я хочу обвязать соединительными петлями, чтобы край был более аккуратный. Заканчиваю вязать соединительными петлями. И сейчас я буду вязать столбики без накида в каждую косичку. Тогда край будет более аккуратным, чем если бы мы его сразу обвязывали. Ну вот, мой край готов. Получился очень аккуратный. Я сумочку разутюжила, отпарила. И мне останется только пришить ручки. У меня вот такие кожаные. И я просто шнуром, крестиком их пришью. Все, сумочка готова. Ручки я пришила.
Сейчас я скажу вам, какой получился размер. Ширина сумочки 33 сантиметра и высота 36 сантиметров. Кому урок сегодня был полезен, жду от вас пальчики, лайки. Кто еще не подписался, подписывайтесь на мой канал. И не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы вам приходили уведомления о моих новых уроках. Всем спасибо за внимание, хорошего дня, до свидания.